Собиралась шить одно, получилось другое. Но это другое очень кстати. Итак, смотрите, ткани просто лоскутики, так как в преддверии Пасхи снимаю. Поэтому цыпленок родился. Смотрите, я его так нарисовала. Будем шить подарок на Пасху, но он будет функциональный. Например, подставку под горячее или прихватку, потому что здесь кармашек делается, да, и можно как прихватку использовать. Но это так тривиально. Я буду делать сухую грелку. Она очень полезна и для детей, и для взрослых. Прогревать гайморовые пазухи, греть ручки, использовать для подогрева кровати, если холодно. Мы как раньше делали? Грели на сковороде соль, засыпали в мешочек, и этим мешочком, значит, грели себе нужные места. Мне мама так нос прогревала. Сейчас технологии дальше пошли. Вишневые косточки летом будем собирать, в мешочек складывать. Мешочек я буду шить просто из белой ткани. Вот в этот кармашек можно положить яйца и так преподнести с крашенками, да, этот подарок, и объяснить, для чего он нужен. Какой я буду использовать наполнитель и как я его буду греть, сохраню интригу до конца видео, поэтому смотрите, не отвлекайтесь. Сейчас я хочу дать ценные советы по выкраиванию и сборке данной грелочки. Итак, шаблон я оставлю в группе ВКонтакте, ссылочку я оставлю в описании под видео, вы обведете, вырежете нужные вам детали. Я сделала их на картонке, чтобы было удобно. Я не думаю, что это будет одна грелочка. Я сделаю их, конечно же, несколько. И начинаем шить издалека. Первое — это мешочек для наполнителя. Я его делаю двухслойным, поэтому в 4 слоя сейчас складываю белую ткань плотную, можно тик взять. Выкраиваю на сантиметр по периметру меньше, чем сама выкройка, это яйцевидная. От отметки до отметки, оставляя отверстие для выворачивания. Прежде чем вывернуть, срезаю все лишнее фестонными ножницами. Если грелка предназначается ребенку, то не пренебрегайте техникой безопасности. Очень крепко прострочить 2 раза и затем, смотрите, вывернули и засыпаем наполнитель. Можно взять рис, горох, гречку. Я взяла фасоль именно для того, чтобы пальчиками еще перебирал наш Леша. Ему годик всего, ему будет очень интересно. Затем отверстие заворачиваю внутрь припуски и застрачиваю его тоже 2-3 хода строчки. Закрепляю нитки, чтобы, не дай бог, доступа у ребенка не было к этому наполнителю. Мешочек готов, он не должен быть тяжелым и не должен быть большим, а также легко располагаться в нашей будущей грелочке, поэтому мы его выкраивали немножечко меньше, чем лекало. Дальше смотрим, нужно будет заднюю стеночку приготовить из 2 деталей, которые будут внахлёст заходить друг на друга. На шаблоне вы видите пунктирные линии параллельные, так вот нижняя относится к верхней детали, край верхней детали, а верхняя линия — это край нижней детали. Таким образом и будет нахлёст. Итак, мы их выкроили, нужно будет припуски сделать по верху 2 сантиметра или 2,5 и по контуру на ширину припуска, который вы обычно делаете. У меня он примерно ширина лапки 7-8 миллиметров. Далее отутюживаем уже подрубленные края ровные. Видите, мы приготовили заднюю стеночку. Все готовим заранее, а потом сразу будем собирать. Теперь кармашек. Его можно сделать двойным, тогда не надо будет обрабатывать верхний вот этот вогнутый край. Я сделала одинарный, у меня ткани не было еще такой же, и поэтому я приготовила косую бейку красного цвета, подобрала цвета, мне понравилось. Как? Напишите в комментариях, понравилась ли вам подборка цветов, которую я сделала. Обрабатывая косой бейкой самым простым способом, самым ленивым, можно сказать, по лицевой стороне пристрочила косую беечку, потом проутюжила наизнанку, загнув,
И по лицу опять же прострочила без всякой наметки, все хорошо легло, ну просто там сантиметров 15-20 длиной, поэтому я не стала слишком заморачиваться. Нитки в цвет, все прекрасно получилось. Клювик я собирала просто из прямоугольника, ориентируясь на шаблончик, на его размер, заутюжила все срезы внутрь, сложила этот клювик, он будет отлетный. Мне хочется, чтобы можно было подергать за крылышки, за клювик, так будет интереснее. И, ну и смотреться будет как 3D, да, не плоская игрушка будет, грелочка. Дальше крылышки, они двойные, сложила, обвела, и по бокам, смотрите, я оставляю незастроченными прямые вот эти срезы, потому что это будет вкладываться между деталями. Нам главное извилистые части прострочить, вывернуть. Чтобы они хорошо вывернулись, опять же используем фестонные ножницы. Близко к строчке, но не разрезая нитки, конечно же, нужно так сделать. И вы видите, это лайфхак такой, который бесподобный. Не нужно заранее выкраивать детали. На прямоугольник положили, обвели шаблон, прострочили, также и гребешок делаю. Видите, я не выкраивала заранее, но продублировала клеевой основой, снизу там беленькая, видите, виднеется, продублировала, чтобы гребешок стоял хорошо, не падал, не был вяленьким. Вот. И только после того, как прострочили уже по намеченной линии, мы вырезаем, выкраиваем. Тогда не нужно детали там совмещать, мучиться. Прострочили, а потом уже вырезаем. Посмотрите, сразу же по ходу дела утюжельные работы проводим. Затем я декоративной строчкой отстрочила гребешок, это опционально, как сейчас говорится, то есть по желанию. Хотите — отстрачивайте, не хотите — не отстрачивайте. Теперь глазки. Глазки, синие глазки. У меня синяя ткань там, ну, между рисунком, и я пообводила. 2 глаза нужно, обвела 4, ну, потому что еще планирую шить. Итак, у нас все детали готовы, теперь мы собираем. Обратите внимание, что основа в мелкий горошек тоже у меня сейчас прямоугольная, я заранее ее не вырезала. Сейчас я только на основу, то есть на лицевую часть фасадную, пришиваю все детали так, как они будут располагаться. Единственное, срез не спрятан у гребешка, я его не придумала, как спрятать, внутрь загибать что-то мне не захотелось, зигзагом пристрочу. Клювик временно зафиксировала клеящим карандашом, глазки тоже, все мелким зигзагом в цвет ткани попришивала. Смотрите, отлетный клювик, отлетный гребешок, я считаю нормально. Временная фиксация у крылышек, потому что это все уйдет в шов. Дальше загибаем гребешок, чтобы он не попал у нас в шов. Понятно? Он будет снаружи у нас телепаться. Теперь сверху накладываем, но здесь я неправильно вам показываю. Сначала верхнюю положите, а на нее наложите нижнюю деталь. Поняли? И полностью по кругу прострачиваем. Я когда строчила, видите, поменяла их местами. То есть нижняя должна нахлестываться на верхнюю. Тогда, когда вы вывернете, получится, что верхняя сверху нижней. Так удобнее просто пользоваться. Не критично, если сделаете наоборот. Работать будет грелка в любой последовательности. С изнанки такая прикольная рожа получилась. Прям смешно было. Итак, выворачиваем. Грелочка готова. Мы ее еще раз отутюжим. Освобождаем гребешок от булавки. И сейчас можно на этом этапе так и оставить отлетные крылышки. Но я хотела так сделать, что как будто эта курочка или цыпленочек принес в кармане что-то, да, в данном случае там будут крашеные яйца лежать, освященные из церкви, вот такой подарочек будет. Поэтому я зафиксировала их, заутюжила сначала и сделала закрепки сверху и снизу. Теперь меня спрашивали про вот эти кнопки, каждый раз спрашивают, сейчас в этом видео прям покажу и расскажу. Заказывала на AliExpress набор, установщик вот этот металлический, типа щипцов, идет в комплект.
комплекте. Набор содержит очень много разных цветов, стоит бюджетно. Я пользуюсь уже не первый год, и еще, видите, конца края нет. Так как занимаюсь рукоделием, думаю, ну и внучок есть, разойдутся эти кнопочки, пригодятся. И нужно для одной застежки 2 гвоздика взять и 2 папа-мама, ну, чтобы они застегивались, да, и просто руками оп-оп, зажали, и все готово. Теперь как пользоваться. Мешочек с наполнителем, у меня фасоль. Закладываю на 1,5 минуты в микроволновку. У меня на полной мощности стоит, за 1,5 минуты хорошо разогревается. Закладываем внутрь. Но вы уже по своей микроволновке смотрите по ее мощности на ощупь. Смотрите, застегнули, все, можно пользоваться. Такая душевная вещь получилась. И, кстати, она же работает и на охлаждение. Вы можете эту фасоль охладить в холодильнике и положить себе там, допустим, на холку, если вам будет жарко летом, и охладиться. В качестве наполнителя все советуют косточки вишни. На этом я буду прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, сохраняйте видео. Всех люблю, целую. До новых встреч, до новых мастер-классов. С вами была Любовь Рулевская. Всех люблю, целую. Пока-пока.